Всем привет, меня зовут Алексей Соболев, и сегодня я расскажу про базовую технику в карвинге. В первую очередь разберемся, что такое повороты с проскальзыванием, а что такое карвинг. Если в повороте мы используем канты и наш скользяк, то это поворот с проскальзыванием. Мы как будто в повороте притормаживаем и при этом соскальзываем вниз по склону. Такую технику поворотов изучают в первую очередь новички, потому что она позволяет очень просто контролировать скорость и не набирать ее. Но надо понимать, что такая же техника у нас может использоваться на каких-то буграх, разбитых трассах, на трассах с очень сильным уклоном. Но это уже уровень будет посерьезнее, имейте это в виду. А сейчас разберемся, что такое карвинговые повороты. Карвинговый поворот – это резанный поворот, когда мы едем на кантах. Поэтому после таких поворотов после вас остаются такие резанные линии в виде змейки. Как у нас получается карвинговый поворот? Мы делаем заклон, упираемся в сноуборд, и за счет центробежной силы мы не падаем. Потом просто режем дугу и плавно перекантовываемся, делаем повороты далее. Как все-таки сделать карвинговый поворот, мы сейчас разберем. Но перед этим нам нужно понять, как правильно подобрать снаряжение. И для этого переместимся в прокат. Итак, одно из самых важных при выборе доски для карвинга – это прогиб. Нам нужен прогиб кембер. Если мы возьмем доску, повернем ее на бок, будем смотреть вдоль, то прогиб кембер будет похож на радугу. Вот. Такой прогиб нам непосредственно нужен для карвинга. Но также, если вы новичок, то можно также использовать этот прогиб. Если вы катаетесь в парке, то же самое. Даже во фрирайде используется этот прогиб, то есть он довольно универсальный. Но больше всего он, конечно, подходит для карвинга. Второй момент – это ширина доски. Смотрим на мою доску. Она довольно широкая. Если я сюда в крепление ставлю ботинок, у меня ни носок, ни пятка не выглядывает с доски, поэтому если я буду делать большой угол закантовки, сильно заклоняться, ангуляцию делать, то я не буду пятками или носками скрестись по снегу. То есть у меня кант не будет срываться. Если посмотрим вот эту досочку, она 157 ростовки, то она мне, скорее всего, не подойдет, потому что я вот сейчас даже ее меряю под себя и вижу, что даже если направленную стоечку сделать, носок с пяткой будут выглядывать. Ну и, соответственно, буду цеплять снег постоянно, если буду делать сильный угол закантовки. Поэтому обращайте на это внимание. Также вот этот экземпляр, вот это совсем мощный снаряд. Я даже не уверен, дорос ли я до этого уровня снаряда. Вот, потому что это чисто карвовая доска. Много японцев катаются вот на похожих досках. Она прям жесткая. И здесь, конечно же, также есть кембер. Прям, я бы даже сказал, что она ультра жесткая. Но на ней чисто делать повороты, попрыгать навряд ли получится. Если что, забегайте к ребятам в прокат и ски, потому что у них есть доски не только для опытных ребят, но и для новичков, конечно же. Есть доски для фрирайда, даже есть сплитборды, лавинное снаряжение. Ну и, конечно, смотрите, какие разноцветные прекрасные лыжи. Лыжники, ребята, приходите. Также для фрирайда есть мощные снаряды. А также, ребята, промокод на скидочку 20% в описании к этому видео. Хватайте. Прокат у ребят есть в Красной Поляне, в Подмосковье, в Архизе, на Эльбрусе и даже на Донбайе. Поэтому забегайте к ним. По ссылочке в описании к этому видео. Можете перейти к ним на сайт, в Инстаграм, посмотреть адреса всех прокатов. Заблаговременно забронировать лыжи или сноуборды для вашей поездочки. И с кайфом провести время. Ну а мы перемещаемся на гору. Итак, начнем с выбора трассы. Если перед вами красная трасса или, не дай бог, черная, то есть трасса с сильным уклоном, категорически запрещено пробовать там карвинг, особенно первые шаги, потому что тебя будет неистово разгонять, ничего не будет получаться, ты будешь злиться, думать, что ты просто никчемный райдер, который катается первый день, поэтому это тебе не нужно. Также, если ты увидел супер пологую зеленую трассу,
тоже не подходит такая история, потому что у тебя просто не будет скорости, и ты просто не сможешь сделать заклон, чтобы центробежная сила тебя прижала к сноуборду. Нам подойдут трассы, возможно, зеленые, переходящие в синие трассы, или синие, чуть-чуть переходящие в красные. То есть должен быть средний уклон, широкий, хороший средний уклон, чтобы тебя не отвлекали, не смущали другие люди, которые также катаются по склону. Итак, начнем с нашей стоечки основной. Обожаем ее все. Нам необходимо согнуть коленочки, чуть развернуть бедра, чуть развернуть плечи по направлению движения. Они должны быть над доской, передняя рука спереди, задняя в локте согнута. Смотрим по направлению движения. Почему я опять повторяю про это? Да потому что постоянно у всех проблемы со стойкой, она куда-то теряется, вас как-то гнет вообще неистово. Надо всегда помнить про основную стойку и ее держать. За счет чего карвинговый поворот, в принципе, делается? Первое – это скорость. Второе – это угол закантовки. И третье – это правильное распределение веса. Зачем нам нужна скорость? Но опять-таки, чтобы начала правильно работать центробежная сила. Давайте вспомним в цирке железный круг, и там мотоциклисты ездят. И они ездят головой вниз, аж могут проехать целый круг. Центробежная сила их прижимает. Если они возьмут мало скорости, дорогие мои, что с ними произойдет? Они головой вниз воткнутся и упадут. То же самое будет и с вами, если вы возьмете мало скорости, закантуете доску и просто упадете на живот. Угол закантовки. Бывает маленький угол закантовки, его недостаточно для карвинга. Доска будет просто сползать, в проскальзывание уходить. Нам нужен угол закантовки побольше, чтобы доска встала на кант и мы в нее могли упереться. За счет чего мы это делаем? За счет заклона. В одну, в другую сторону. Доска встает на кант. Также можно угол закантовки увеличить за счет ангуляции, но в этом ролике я про это рассказывать не буду. Мы же разбираем базовую технику все-таки. Чтобы мы полностью прогружали доску и заставляли всю длину рабочего канта врезаться в снег, нам необходимо держать вес равномерно на обеих ногах. На этом моменте у многих начнутся проблемы. Почему? Потому что все новички учатся поворотом с проскальзыванием. А поворот с проскальзыванием делается за счет того, что ты вес переносишь на переднюю ногу в сторону поворота. Здесь этого делать не надо. Здесь нам необходимо держаться в основной стоечке, вес равномерно распределить на две ножки. Ведь мы делаем базовые повороты в карвинге. Итак, что нам нужно делать уже на склоне? Выбрали подходящее место, стартуем. Разогнались. То есть скорость у вас появилась. Отлично. Далее делаем заклон внутрь поворота. Все. Сохраняем стоечку. Доска закантовалась. Едем. Держим дугу. Чтобы нам перекантоваться, нам необходимо начать делать заклон внутрь следующего поворота. Мы начали заваливаться внутрь следующего поворота. Доска также закантовалась и поехала уже в дуге на другом канте. Чтобы опять перекантоваться и повернуть в другую сторону, также делаем заклон, сохраняем стоечку и уезжаем уже на другом канте. Звучит, конечно, легко, все просто идеально. Но сложностей будет много, много ошибок ребята совершают. О них мы поговорим уже в других роликах. Что важно знать? В карвинге мы контролируем скорость за счет того, что мы закрываем повороты. Если уклон становится сильнее, то нам необходимо больше закрывать поворот, чтобы скорость не развивалась. Если, наоборот, вы выехали на более пологие участки, то мы можем начать делать открытые повороты, чтобы не затормозить совсем. С вами был Алексей Соболев. Шлепаем колокольчики, пишем комментики, делимся своими эмоциями, впечатлениями после первых попыток карвинга. А также подписывайтесь на канал, ведь здесь будет еще больше полезных уроков. Всем пока!